Здравствуйте, с вами Leverage for Excel. В этом видео я расскажу о скидках на дополнительные действия. И у вас есть еще одна возможность экономить ваши затраты на использование программ QCA посредством скидки на дополнительные действия. Вот сейчас у меня на первой лицензии периодической закуплена такая скидка. На следующей лицензии неограниченной она не куплена. Пока мы используем вычислительные единицы с этой лицензии, у нас все вспомогательные действия будут иметь нулевую сложность. Сейчас мы это проверим. Например, опубликуем отчет. Вот он пошел опубликовываться, не спрашивая даже подтверждения на списание вычислительных единиц, потому что сложность данного действия составляет 0. У нас стопроцентная скидка на все вспомогательные действия, то есть на все действия, кроме расчета отчета. Это очень удобно, когда вы не хотите задумываться о том, сколько вы пользуетесь этими вспомогательными действиями. Сохраняете отчеты, открываете их, публикуете, проверяете подписи. Все это можно будет делать без ограничения. Скидка на вспомогательные действия добавляет, скажем, процентов 20. Но это будет зависеть уже в конкретном ценовом предложении на конкретный момент. Скажем, процентов 20 она будет добавлять при прочих равных к стоимости каждой вычислительной единицы, покупаемой в пакете. Но это дает возможность свободно использовать все вспомогательные действия, не задумываясь о том, сколько они стоят. То есть они будут стоить 0, не задумываясь о том, сколько вы их используете. Открываете, сохраняете, публикуете, проверяете подпись. Можете чувствовать себя с этим спокойно. Но и могут быть также промежуточные варианты. Например, 50% скидка. То есть тогда цена каждой вычислительной единицы будет где-то посередине, скажем, между ценой без скидки и ценой со стопроцентной скидкой. Скидка на вспомогательные действия имеет подписной характер, то есть характер подписки, так же как и периодические лицензии, то есть это своего рода абонемент. Поэтому скидка больше 0% может быть только на периодических лицензиях. То есть на всех неограниченных лицензиях всегда здесь будет 0%. Абонемент совместим только с абонементом. Таким образом. Вот такое есть ограничение. Тут важно отметить, что когда произойдет переход на следующую по приоритету лицензию, то будут использоваться ее параметры, в том числе на размер скидки на вспомогательные действия. В данном случае здесь 0, поэтому никакой скидки не будет. У нас переход на следующую лицензию произойдет только при расчете следующего отчета, потому что вспомогательные действия так и будут иметь нулевую стоимость. Даже если здесь будет оставаться одна вычислительная единица, она будет оставаться текущей, действующей и будет использована. Никаких списаний не будет. Но если здесь будет, скажем, 50%, и нам будет с этой скидкой необходимо для выполнения вспомогательного действия 10 вычислительных единиц, а будет оставаться на этой лицензии всего 6, то нам не будет хватать 4, и произойдет переход на следующую лицензию, и тогда уже здесь будет использоваться скидка 0, то есть если у нас здесь было 20 необходимо при 50% скидке, то сложность при нулевой скидке будет 40 единиц. И, соответственно, будет списано 40 единиц, из них 6 с предыдущей и 34 уже вот с этой, которая стала действующей. Вот таким образом это работает. Ну и наоборот, если здесь меньше скидка или 0, а здесь она больше, то как только произойдет переход на эту лицензию, то начнет работать ее скидка, в данном случае больше, чем было раньше. Так что
Пользуйтесь этими скидками также. То есть при покупке вычислительных пакетов вы можете указать, какую скидку из возможных вы хотите. От этого, соответственно, будет сформирована цена за каждую вычислительную единицу и за весь пакет. Это удобно. Давайте рассмотрим, как работает переключение между лицензиями в ситуации, когда у нас есть на лицензии, в данном случае более приоритетный, скидка на вспомогательные действия. Значит, у нас текущая первая лицензия периодическая. На ней есть скидка 100% на вспомогательные действия. И следующая, менее приоритетная лицензия, неограниченная, без скидки. 10 единиц на текущей лицензии периодической со скидкой. Давайте попробуем выполнить действие по проверке цифровой подписи отчета опубликованного. Без скидки это действие где-то 21 вычислительная единица. Так, и вот мы видим, что программа проверила, даже ничего не спросила. Все в порядке с подписью. В данном случае, пока больше 0 вычислительных единиц на более приоритетной лицензии, применяются ее параметры. И так как у нас 100% скидка, то сложность данного действия вспомогательного была 0. И программа ничего даже не стала спрашивать, и ничего не изменилось на лицензии. То есть можем еще раз сделать со следующей. И так далее. И выполнять все остальные вспомогательные действия. Публиковать, сохранять, открывать сколько угодно раз. Теперь, допустим, мы решили посчитать отчет какой-нибудь. И вот у нас задействуется вторая лицензия. Программа спрашивает, потому что это неограниченная лицензия. И будут применены ее параметры. А там скидка 0. Так вот, отчет рассчитался. Сохранять не будем. И у нас активной стала вторая лицензия, а первая лицензия обнулилась. И вот теперь в такой ситуации, когда здесь уже 0, теперь уже проверка отчета и любое другое вспомогательное действие будут идти без скидки, потому что на текущей лицензии никаких скидок нет. Вот мы подтверждаем списание с лицензии 21 с чем-то единицы. Вот таким образом это работает. То есть пока есть более приоритетная лицензия со скидкой, на которой не нулевой баланс, скидка применяется ее. Как только она обнулилась, после расчета происходит переключение на следующую лицензию, и уже ее параметры применяются, и в том числе размер скидки на вспомогательные действия. И будет применен размер скидки, который на лицензии, на которую произошло переключение. В данном случае это 0%. Но может быть здесь любое значение. Так что скидки на вспомогательные действия удобны и помогают экономить. Ну и также вот весь подход к ценообразованию позволяет вам подобрать оптимальную для вас модель покупки вычислительных единиц и их параметров. Ну и вообще весь наш подход к лицензированию и покупке очень гибок и позволяет вам настроить для себя оптимальную комбинацию лицензий, периодических, неограниченных, с разными периодами для периодических. Покупая более крупные пакеты, можно экономить на большее количество периодов вперед. Все это позволяет вам соптимизировать ваши расходы на программу QCA. Пользуйтесь, пожалуйста. На этом в этом видео все. Спасибо за внимание. С вами была компания Leverage for Excel. Будьте здоровы и эффективны. Всего доброго.